Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 10 по 20 августа. Давайте узнаем, чего же ждать или что прояснится. Я могу предположить, что что-нибудь да прояснится, поскольку первые 10 дней будут связаны с ретроградным Меркурием, который у нас в обратном движении с конца июля, и, может быть, те периоды, когда у нас что-то становилось на паузу, не развивалось или как-то ни шатко, ни валко шло. Ретро-Меркурий нам добавляет путанной информации или буквально ваши какие-то планы по подписанию, к примеру, документов или какими-то согласованиями, встречи с чиновниками. Вот здесь и назначенные встречи могут откладываться на потом, какое-то расписание пересматриваться многократно, переноситься. Могут быть и сбои, кстати, на транспорте, в электронных системах и в том числе в системах взаиморасчета. Поэтому вот такой вот период, когда, может быть, мы бы хотели с низкого старта куда-то стартануть, рвануть, хочется сказать, но не получается. Но нам звездное расписание обещает, что уже к середине августа ситуация мало-помалу как-то проясняется или темп жизненный ускоряется, а к концу августа и того быстрее дело пойдет. Ну, это общий такой прогноз. Я вас хочу пригласить на свой сайт. Оставлю ссылки в описании под видео. И прочитайте астрологический именно гороскоп на август месяц. Я думаю, подсказок будет больше. Первая карта. Так что ж там у вас прояснится? С чем это связано? Что уйдет? Может быть, и решится какой-то однозначно вопрос. Или, может быть, вы от чего-то сами откажетесь. А что придет взамен? Дальше мы достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. И мы не задаем вопросы. Мы позволим картам раскрыть нам какую-то ситуацию, как потоковая информация. 3-й знак судьбы. Достанем карту совет, откроем ее в самом конце. Так что ж там прояснится? А вот я даже затрудняюсь сказать, как тут что прояснится, потому что сама по себе карта восьмерка жезлов, это есть даже значение трансформации, но вообще это карта скорости, получения какой-то внезапной, может быть, информации. Но вот знаете, это, посмотрите на эту карту внимательно, словно 8 жезлов в одной точке. И я по ней всегда говорю, 1000 дорог сойдутся в одну точку. Вот, знаете, какой-то пазл, который долгое время пробуксовывал, или пусть какое-то дело. И неважно, вот тут у каждого своего какого-то направления будет касаться вопрос, у кого-то личной жизни, у кого-то учеба, у кого-то направление по бизнесу, у кого-то конкретно работа или поиска работы. Вот здесь действительно может быть, как знаете, тот пункт, как новая точка отчета. Поэтому и называется иногда эта карта как трансформации. Или когда мы получаем какое-то известие, и неважно, кто нам принесет это известие, причем так быстро, молниеносно, где-то элемент неожиданности идет по этой карте. Может быть, это известие вы уже услышали прежде, и как-то вы на какой-то момент, может быть, так немножко и подзастряли, или это было неожиданно. Но тогда вот то, что вы услышали, или то, что уже произошло, вот как какая-то вспышка, или какая-то встреча, или опять же какая-то новость, вот это теперь будет шаг за шагом проясняться, мои дорогие. Что уйдет? Ну вот смотрите, какое-то ощущение праздника, стабильности, вот, к сожалению, нет. Тут и правда новая точка отсчета. Как прежде ты уже, ну, или не сможешь, или сам не захочешь не действовать, а может быть, даже где-то историю какую-то вы можете не захотеть продолжать. В целом даже нам карта говорит, что вы можете чувствовать, словно земля уходит из-под ног. Правда, мои дорогие? Тут не про землю, конечно. Карта четверка жезлов – это карта стабильности, якоря и праздника после победы. То есть вот праздник после победы какой-то он уходит. Или, знаете, как первые яркие эмоции. Пусть это будет связано даже с радостью, да, когда мы услышали новости. Перед нами, кажется, вот открыты все перспективы, весь мир перед нами открыт. Но здесь мы почему-то, ну, так сбавляем немножко эмоциональный фон, а может быть и немножко, а может быть это даже правильно, хочется сказать.
Потому что для рационального решения вопросов все-таки нам нужны не эмоции, нам нужна холодная голова. И не всегда вот этот якорь нам служит как помощью. Да, это то место или от чего мы можем оттолкнуться. Но очень часто любая четверка нас немножко сама по себе стопорит, потому что не хочется ничего продолжать. Нам и здесь хорошо, но, видимо, как-то шаг за шагом будут разворачиваться у вас события в эту декаду, когда вы можете прийти к выводу, что нет, была прежняя история, пусть она была даже какой-то период очень приятно, а теперь я и сам не хочу или сама не хочу. Давайте узнаем, а что придет взамен. Ну вот смотрите, тут может касаться вопросов, которые связаны с деньгами. По пятерке пентаклей придется экономить. Или, может быть, это у кого-то вопросы вторичного дохода. Есть один вид дохода, понимаете, что обстановка меняется, и вы надумаете, дай-ка я себе какую-то подушку безопасности дополнительную создам. А с чем это связано? Давайте, вот мне хочется узнать, спросить, с чем связана пятерка пентаклей. А вот деньги есть, деньги будут. Как бы нам не говорят о том, что вы останетесь буквально на бабах. Нет. Но, может быть, как я сказала, не та сумма, которую бы вы хотели иметь. Ну, понятно, что деньги – это та категория, когда их много не бывает, но, видимо, вам что-то придется пересматривать и с кем-то договариваться. Карта взаимопомощи, карта финансового успеха. Первая у нас пятерка пентаклей. То есть какой-то возврат к прежней ситуации или к первому источнику дохода. Второй почему-то не срабатывает. Может быть и так. И вам придется как-то настойчиво искать какой-то новый альтернативный вариант. Хорошо, что же это уходит тогда, мне хочется спросить. Смотрите, карта императрицы. У кого-то может проиграться и так, что просто трат очень много. Трат на близких, трат на родственников. Может быть, это у кого-то и уход. Я такое тоже могу предположить. По аркану императрицы все-таки это то лицо, которое вам всегда, к примеру, помогало. А тут, может быть, ваша помощь кому-то потребуется. Или как один источник дохода так несколько подувял. Именно потому, что у человека, я такое могу предположить, пусть это не для всех, и скажем мы так, обобщив, да, то есть у той персоны, потому что по аркану императрица это может быть как один из вариантов, конкретный человек, который именно вам помогал. Императрица часто и помогает, а ведь тоже, особенно своим близким. Почему я говорю о вашем окружении, самом ближайшем. Но вот я вижу это в позиции, что уходит. Может быть, либо человек уезжает, либо у человека меняются планы, либо у человека, знаете, что-то происходит помимо его воли, и он тоже какие-то особенности, которые приходят с внешнего мира, да, или какие-то условности, обстоятельства, он не может менять. И вы, взаимодействуя с ним, нам тут тогда карты говорят, тебе придется себя перестроить. Вот мне это интересно, а что это еще? У кого-то может быть, смотрите, мир. У кого-то вопросы вдруг связанные с поездкой, переездом, или действительно вот человек, о котором мы говорим, куда-то уезжает. И я могу допустить также, что у кого-то ваша личная история, да, например, вы встречались длительное время, ведь это карта, когда мы меняем статус и именно по личной жизни, хотя мы меняем статус и в плане работы. И вроде как это что уходит. Может быть, вы уже знали, что какие-то перемены произойдут. Или, может быть, к этому времени, до 10 августа, вы уже что-то изменили. Или статус по работе, или, по крайней мере, у кого-то работу тоже, как работу вы изменили. Может быть, поменяли что-то. И вот эти первые шаги, они могут быть такими несколько неуверенными, пока есть какая-то неопределенность. Или вы вместе начали жить. И поначалу тоже, да, если вы встречались, была дружба. И именно тот статус, который через личную жизнь. Или вы будете планировать, каким образом. Тогда при планах ваших, ну, наверное, вот дебет, кредит может не сразу сходиться. Я могу такое предположить. Потому что вот четверка жезлов, если мы говорим якорь, ваша, может быть,
новая, да, вот пара или ваш новый союз, он не чувствует под собой уверенности, вот этого еще пока фундамента. Как, что, каким образом, да, как построить эту совместную жизнь, на что опереться, какой эквивалент по деньгам. Вот тут что-то такое может проигрываться. А ну-ка я вот знаю, вот восьмерка жезлов, это что? Это с чем эта информация связана? Пятерка чаш. Это что-то нам не нравится. Ну да. Тут, знаете, неожиданная информация. Вот именно восьмерка жезлов дальше нам говорит, что, хоть я и говорила трансформация, но, может быть, это для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, происходит на самом деле изменения у людей, которые имели с вами какое-то взаимодействие, контакты. Это у них именно обстоятельства меняются. Но это вторично каким-то образом оказывает влияние на вас. Давайте узнаем знаки судьбы. Ну да, может казаться, что словно земля из-под ног. Или вчерашняя была уверенность, она тут тоже словно пошатнулась. И вам нужно, как и буквально, может быть, кому-то поехать, переехать срочно или куда-то отправиться. И вы не можете это отложить на потом. По 16-му аркану мы должны предпринять что-то. Есть у меня колода ангелов, кто смотрит мои расклады давно, ангелов-хранителей. И там буквально человека берет ангел за руку и выводит из этой башни, которая будет разрушена через некоторое количество времени. Поэтому тут перемещение или выход из создавшейся ситуации, эта карта подразумевает. С чем это связано? Хочу достать дополнительную. А вам как по судьбе какую-то трансформацию? Ведь это тоже карта трансформации. Вам как по судьбе вот этот трансформационный путь пройти. С одной стороны, мы свободнее становимся, ведь прообраз башни любой– это тюрьма. Но мы к ней привыкли. Вот, наверное, тут рушится какая-то сила привычки. И любая привычка, будем говорить, это не самое благо, но пусть даже это связано с конкретным человеком, но если жизнь меняет обстоятельства у одного человека, который именно для вас близок, дорог, ну, значит, каким-то образом и на вас судьба тоже воздействует, потому что и вам-то другого не остается, как перестроиться. Но для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, это поначалу вот такие могут быть эмоции. Карта Иерофант о чем говорит? Два старших аркана. Это вам как будто вот по этой лестнице наверх. Мы можем топтаться в самом низу. Мы можем долгое время словно нам вообще непонятно, с чего начать и чем закончить. А тем не менее, искусство мелких шагов на длительную дистанцию вам совершенно необходимо. Мелких я подразумеваю так, что мы не сразу взбегаем по этой лестнице. Нет. Первая ступень. Остановились, осмотрелись, проверили, да, что говорят люди, что вас окружает, как будто укрепились. И только после этого укрепления, стабилизации, назовите как угодно, мы идем или пытаемся взять следующую ступень. Вот какая-то цикличность вам еще предстоит ее пройти. И это как знак судьбы. То есть, может быть, это у кого-то и правда не было бы счастья, да несчастье помогло. У кого-то и так будет проигрываться. Но мы все-таки разные. У кого-то будут неожиданные известия именно от тех лиц, которых вы уже знаете. Но у вас же в конечном итоге, посмотрите, вот эта трансформация, к чему она ведет? По аркану мир. Это мир и покой, это и гармония, это возможности. Карта мир говорит, нет ничего невозможного. Все зависит от тебя самого. Но, видимо, пока мы дойдем до этого какого-то результата, нам еще придется пройти или проделать некоторые действия. Давайте второй знак судьбы. Добрые дела наспех не делаются. Это мы только теперь словно садим зерна будущего успеха, и потом за этим денежным деревом нам предстоит ухаживать. Да, семерка пентаклей говорит о том, что конкретно, если вопрос касается документов, быстро не подпишется. Или какой-то вопрос, который вы себе запланировали и поставили временные рамки. Будь готов к тому, что сроки могут сдвигаться. Именно регламент или бумаги, да, мы говорим, здесь по срокам, может быть, и придется подождать дольше, чем вы этого планировали. Или
Это может быть конкретная какая-то задумка по части вашего творчества, личного дела, работы. Но здесь тоже как-то не очень быстро развиваются события. По крайней мере, в этом, вот по части денег, занятости и заработков. Здесь как-то очень быстро дело не пойдет. Здесь нужно медленно, но уверенно, понимаете? Может быть, это своеобразная такая неспешность, она вам тоже необходима, чтобы лучше приобрести вот этот либо опыт, либо чувствовать себя, да, вот одну ступень мы прошли, и мы должны, я говорила, отдышаться. Ну, поэтому куда-то вы не торопитесь, вот говорит карта. И если у тебя что-то задерживается, прими это со спокойствием душевным. Король жезлов. Здесь может быть человек, это харизматичный лидер, с которым вы можете контактировать, или может быть, вы ищете работу. По этой карте проходят те люди, которые что-то вам обещают или вас призывают. Вот смотрите, вверху у нас так получилось пятерка пентаклей. Я часто в своих раскладах говорю, что это лидер, понимаете? Это не тот, который будет за вас что-то делать. Это больше команды, приказы. Или это могут быть те люди, которые красиво говорят, их очень приятно слушать, а самое главное, они обладают сильным магнетизмом. Ну, вот такой психологический маневр. Так вот, вам, слушая этого человека, будет что-то казаться совершенно правильно. И правильно говорит, и правильно рассуждает. И все вроде бы, оно так вот логично, все красиво и перспективно. А когда дело дойдет до конкретных действий, вы останетесь один на один и будете понимать, что надеяться нужно на самого себя. То есть в плане рождения каких-то идей или взятия таковых идей от такого харизматичного лидера, это со знаком плюс. Но сказать, что кому-то довериться и понадеяться, что завтра какой-то вопрос решится, не решится. Решать придется самому. Более того, вас могут и втянуть в какой-то проект, который не очень финансово выгоден. Давайте узнаем совет. Не видно. Шестерка чаш. И она, конечно, говорит о том, что есть люди, никуда контакты не делись, и та дружба, которая уже сложилась, она будет продолжена. Взаимодействие, оно тоже будет продолжено, но есть по этой карте некоторая ностальгия. Видимо, обстоятельства меняют не только непосредственно вас, мои дорогие рыбы и рыбки. Они меняют кого-то в вашем окружении. И пусть для кого-то из вас это будет напрямую означать человека, который близок к вашему узкому кругу общения. А для кого-то может быть и по работе смена руководителя. А может быть и смена руководства на более высоком уровне. Карта говорит, ты тогда будь готов к тому, что некоторая ностальгия, она может присутствовать. И мы с вами говорили, что да, вот четверка жезлов, вот как прежде уже так не будет. Нам вчера, может быть, казалось, что мы, ну вот буквально только начали отстраивать какой-то фундамент, а тут получается, что нас пространство, Вселенная учит, что не застревать где-то в одном месте. Или, может быть, нас даже учит пространство. Всегда нужно иметь какой-то запасной маневр, запасной вариант. Потому что, ну вот, наверное, как у древних китайцев есть такая поговорка: не возлагай все на один корабль, иначе он обязательно утонет. Поэтому, как минимум, у этого корабля должно быть два. Или все надежды на один какой-то проект тоже нельзя сводить. А лучше, и у нас Уран в Близнецах. Как известно, Уран все дробит. И это для вас может быть такая своеобразная прелюдия, как подсказка. А Уран в Близнецах у нас на 7 лет. Что бы там ни происходило, хоть камни с неба, нам нужно уверенно идти вперед. Но осторожно. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.